Привезли мне тут с работы гортензию. Это гортензия крупнолистная. Вернее, то, что от нее осталось. Все веточки полностью засохшие, и только вот одна живая, даже пытается цвести. Сказали, разбирайся, или реанимируй, или выбрось ее. Ну, сейчас будем смотреть, почему так произошло. Ну, официальная версия. Сказали, что поливали регулярно, чуть ли не каждый день, но ветки одна за одной потихоньку засыхали. Сначала первая, вторая, ну и так потихоньку все растение фактически и умерло. Как я сказал, остался только вот один побег, наполовину засохший, но внизу вот еще листики есть, и даже цветение есть. Ну, навскидку, вот просто не глядя, я предполагаю, что какая-то проблема с корнями. Поэтому первым делом вытаскиваем ее из этого контейнера и смотрим, что там вообще с корнями. Может быть, прояснится. Ну вот, огромное количество личинок подземных жителей. Ну вот, вполне возможно, что как раз они корни и едят. Ну вот, немножко поразбирал землю вокруг корней, посмотрите, сколько личинок. А вот это, собственно говоря, именно тот, кто и отложил яйца в землю, из которых эти личинки вылупились. Это бронзовка. И хотя теоретически личинки бронзовки не питаются живыми корнями наших растений, в отличие от личинок майского жука, которые именно едят корни, личинка бронзовки ест уже мертвую органику, перерабатывает ее и делает фактически компост. То есть это даже полезные личинки. Но кто его знает, чем они питаются в закрытом пространстве, вот в этом контейнере, да? Питания там им немного. Никакой органики такой уж мертвой много там нет. Может быть, они все-таки едят живые корни. Ну, это мое предположение, это один из вариантов. Итак, личинки, которые едят корни. Второй вариант может быть, это маленькие дренажные отверстия. Ну, все мы знаем, что гортензия крупнолистная очень любит воду. Люди ее должны часто и много поливать, особенно летом, вот здесь засуха. Ну, фактически через день или даже каждый день. Но вода эта не должна ни в коем случае застаиваться, иначе начинают гнить корни, и растение погибает. Вот, кстати, очень характерный признак, оно именно погибает вот так вот, потихоньку. Сначала один побег, второй, третий и так далее, пока все не умрет. Поэтому смотрим, какие тут дренажные отверстия. Ну, я вижу дренажные отверстия довольно крупные. То есть вода, скорее всего, все-таки отходила нормально и не застаивалась здесь. Ну и третий вариант. Посмотрите, какая корневая система маленькая и какой огромный контейнер. Не сажайте сразу растения маленькие в большие контейнеры. Постепенно увеличивайте объем контейнера. Корневая система должна осваивать вот этот объем земли постепенно. Ну и что нам теперь делать с этой гортензией? Ну, первое, что я буду делать, конечно, ее пересаживать. Я взял контейнер меньшего размера, с хорошими дренажными отверстиями. Как я сказал, вода должна уходить. Поливать часто, но вода должна уходить. Ну и, конечно, нужно взять новую землю, потому что вот эта земля, хоть я и выбрал личинок, но наверняка где-то еще они там есть, могут быть. Поэтому берем новую землю. Это у меня покупная земля на основе компоста. И сейчас вот эту корневую систему посадим в этот контейнер. Я думаю, будет как раз нормально. Упс. Это оказалось не земля, это оказалось мульча. Недавно один мой знакомый привез мне в подарок тут и остатки земли, и мульчи, и дренаж. Ну, он переезжает в другое место и решил сделать мне подарок. Сейчас достану землю. Да, земля.
Собственно, ничего нового. Насыпаем на дно немного земли. Ставим нашу гортензию. И засыпаем теперь сверху. Кстати, не бойтесь сажать гортензию с небольшим заглублением. Вот видите, у нее тут корешки образовались. Если ветка попадает в землю, она дает корешки. То есть для гортензии это, в принципе, нормально. Ничего страшного. Так, пересадили. Теперь следующий важный момент. Берем секатор и обрезаем все сухие ветки. Ну, режем до живого, если тут, конечно, живое есть. Нет, они все коричневые. Ну, оставлю почки, чтобы над поверхностью были. Ну, вот этот вроде зелененький немножко. Чтобы все-таки контролировать как-то. Вдруг что-то начнет расти. Даже по звуку слышно, что древесина уже мертвая. Ну и вот последний побег остался, на котором есть зеленые листочки. Естественно, его мы не обрезаем, мы обрезаем над ним. Вот так. Естественно, сейчас как следует польем и поставим в тенечек. Пускай приходит в себя. Кстати, вот эту кору я, наверное, сейчас уложу в виде мульчи здесь. Кстати, вы обратили, что я не добавлял в эту землю, куда пересаживал гортензию. Почему я назад показываю, она там стоит, водичка из нее стекает. Я не добавлял никаких удобрений. Почему? Сейчас удобрения этому растению, которое находится в реанимации, они ему совершенно не нужны. Но я всегда провожу аналогию с человеком. Если человек попал в реанимацию, не дай бог, конечно, его не бифштексами кормят. Ему дают что-то легкое, которое хорошо усваивается и быстро усваивается. Поэтому вот эта покупная почва, она не очень богатая, но тем не менее питательные вещества там есть вполне сейчас. На это время первое ему хватит. Главное, как я сказал, поставить в тенечек и регулярно поливать. Но не, опять же, поливать не так, чтобы вода там стояла постоянно, чтобы она обязательно подсыхала немножко, вытекала оттуда вода. В общем, поддерживать земляной ком во влажном состоянии. Второй вопрос. Что делать вот с этой землей, из которой мы эту гортензию достали, и где нашли большое количество личинок? Возможно, я не все личинки оттуда вытащил. Сажать в нее снова что-то, ну, как бы опасно. Можно, конечно, обработать специальными препаратами, которые убьют там всю живность. Но я сейчас этого делать не буду. Я поступлю проще. Я всю вот эту землю из этого контейнера, которую достал, рассыплю тонким слоем, ну, на пакете на каком-нибудь, и поставлю на солнечное место. Под действием высокой температуры, сейчас 36, 37, 38 градусов жара, солнце палящее. Я думаю, эта живность, которая там есть, высохнет и погибнет. Либо опередят птицы. Здесь большое количество дроздов, ну, черные птицы, наверное, дрозды, я так понимаю, которые очень активно роются здесь на участке и даже в моих культурных растениях. Вот недавно петрушку посадил, они перерыли контейнер с петрушкой, повытаскивали мои растения. Ну, правда, я успел, вовремя заметил, посадил опять, прикрыл плоскими камнями, чтобы они не рылись там. В общем, я думаю, птицы с удовольствием пороются в этой земле и полакомятся, если там что-то найдет. Ну, а что делать вот с этими личинками, которых я достал? Выбросить их в природу? Ну, как-то теперь я сомневаюсь, что они настолько уж безобидные. Отнесу-ка я их на работу, у меня там есть знакомый рыбак, который, я думаю, скажет мне за это большое спасибо. Это отличная наживка для ловли рыбы. Вспомнил еще один важный вопрос. Вот если, предположим, все получится, и эта гортензия начнет приходить в себя и даже начнет что-то отращивать, естественно, остро будет стоять вопрос о ее зимовке. Ну, конец лета. Если она сейчас начнет отращивать побеги, они к зиме не вызреют просто, не успеют, и поэтому, естественно, вымерзнут зимой. Морозы тут бывают, хоть и не сильные. Поэтому, конечно, зимовка ей нужна будет щадящая. При плюсовой температуре будем держать на улице. Как только в минус уходит температура, заносим куда-то в прохладное, не теплое помещение. В общем, ну, реанимация, она и есть реанимация. Ну вот, с гортензией на сегодня все. Ждем и надеемся, что она придет в себя. Ну или, если не придет, то просто выброшу. Ничего страшного. Гортензия размножается просто черенками. Раз уж я тут развел грязь, вспомнил, что мне нужно пересадить еще одно растение.
Это орегано, ну, душица по-простому говоря. Видите, как она за сезон выросла, облысела внизу, уже зацветет. И поэтому сейчас, перед тем, как ее пересаживать, я хочу ее пересадить в более просторный контейнер. Я срежу соцветия, срежу верхушки побегов, посушу и буду зимой использовать для кулинарии, для той же пиццы, например, в чай можно заваривать. Ну, в общем, применения орегано, вы знаете, на кухне много. Но срезать сейчас, в преддверии осени и зимы, слишком коротко не стоит. Срезаю верхушку, ну, где-то треть побега. В общем, срезайте так, чтобы обязательно внизу оставались живые почки и живые листочки были. А уже полностью омолаживающую обрезку я сделаю весной. Когда она проснется после зимы, начнет отрастать, тогда можно будет ее кардинально, буквально очень коротко обрезать. Ой, какой запах сразу. Помним о том, что я сейчас буду пересаживать, обязательно помним о том, что нужен, так же как и гортензии, хороший дренаж и бедная почва. Именно в бедной почве она дает хороший аромат. Ну вот, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.